В те дни в Сербию приехали сталкеры из Германии, и мы с сербскими товарищами решили поводить их по интересным объектам Белграда. Конечно же, не обошлось и без прогулки по тоннелям белградского метро. Ты бы еще тост бы сказала. Выпьем за метро. Дразнишь непьющего человека, потому что я за рулем. За все предыдущие наши походы мы так и не побывали в некоторых закрытых помещениях столичной подземки. И в этот раз мы решили исправить это упущение. Нашей целью было найти дизельную и посмотреть, что же скрыто еще за несколькими гермодверьми. С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. В любом случае услышим, если кто-то поедет. Транспортные системы больших городов всегда считаются стратегически значимыми объектами, особенно если речь идет о метро, и всегда привлекают таких, как мы, исследователей подземелий и искателей приключений, не только скрытыми там объектами инфраструктуры и защитными сооружениями, но и бросают вызов сложностью проникновения и своей охраняемостью. За год-два, прошедшие со съемок моих первых видео о запутанной системе железнодорожных тоннелей под сербской столицей, построенных по стандартам метрополитена, местные власти серьезно взялись за безопасность этой системы и предотвращение несанкционированного доступа в сооружения белградской подземки. Несколько мест, которые удобно было использовать для проникновения в тоннели, были закрыты. Где-то поставлено видеонаблюдение. Да, мы пришли нижним туннелем, поднялись сюда, и потом пошли, вышли там через портал нижнего туннеля. Это когда первый раз мы ходили. Some magic. В этот день мы побывали на 2 участках подземных линий железнодорожного транспорта Белграда. И для проникновения внутрь каждого из них нам пришлось спускаться по разным аварийным туннелям. Как и любая система метро, белградская подземка в случае возникновения чрезвычайной ситуации может использоваться в качестве массивного укрытия для большого числа горожан. И, соответственно, в зоне каждого из этих укрытий были построены эвакуационные выходы. Не, ну просто типа я самыми краями кусаю, это как бы не очень правильно. Вот. Ну, блядь, был бы разводной. Поскольку эта часть тоннеля была оборудована массивными гермозатворами для использования ее в качестве убежища, которые я уже показывал в одном из выпусков о белградской подземке, здесь однозначно должна была присутствовать и дизель-электростанция для обеспечения автономности. Now it's working. So jetzt kommt der Alarm. Piep, piep. No, next problem. В поисках дизельной нам предстояло вскрыть несколько гермодверей, которые уже долгое время до нас никто не открывал. И где-то механизмы напрочь приржавели, где-то они были закрыты на старые замки, которые намертво закисли. Окажется электрощитовая с большой вероятностью. Ну мы же открыли, что? It's only one room. Yes. Well fun. No, это... Oh, I don't know what is there.
And here is maybe more. Don't fuck this door, please. Там что, тоже вода? Да, вот это хуя. There's no water in the door. You can go. Стоп, нет, здесь нет воды. К сожалению, нас здесь ждало разочарование. И в этом помещении вместо дизельной оказалась небольшая подсобка для рабочих, обслуживающих перегон. Но кое-что интересное внутри все же нашлось. Электрощит управления гермозатвором. Зато лесенка хорошая. It was hard. Yes. Короче, это обычный мантилятник. Ага. Ну, теперь они хотя бы в него попадут. Если что. Сделали доброе дело. Можете еще и денег с них попросить. Да. We can take some money from them. The way of... Кстати, вот интересная штука. This is for... Interesting thing. Yeah. Вот что, вот этот соседний дверь не будет Управляйте меня уже. А чем ты ее пробовать хочешь? Я не знаю, на чем Хватит это. труп, пожалуйста. Нет, чем, я говорю, ты ее хочешь пробовать? Я не понимаю, на Тут чем нету. это. Она приржавела там намертво, по-моему. Ну а вот это уже другой аварийный выход, где до сих пор мы не были. Совершенно к другой станции должен вести. И видно даже, что организовано здесь все по-другому. Вообще сегодня наша международная тусовка очень веселая. Из немцев, сербов, русских. В общем, реально интересно, куда ведет этот аварийный выход, потому что мы здесь впервые. Если предыдущее место, в котором я там был уже далеко не один раз, то здесь мы все впервые. Тут даже банкетка есть, как в нормальном метро. На стене тоннеля обнаружилась довольно интересная надпись. Она не была похожа на современные граффити, которыми были разрисованы некоторые участки тоннеля. Возможно, она была сделана еще во времена строительства этого перегона. Мы продолжали наши поиски, надеясь, что на сей раз нам повезет больше, и мы найдем что-то более интересное. Как всегда, все затоплено. Я потом замажу, а мне вообще глубоко Мне тоже Ты вверх дергаешь или на себя? Я и на себя, и вверх. Я не так. Ну, вообще не ходит. Ну, он что-то тоже не раскачивается. Если не раскачивается, то мы, блядь, вот этим порядком Кажется, она вот здесь вот сидит хорошо. Может быть, но я такой отвертку тоже ничего с этим не сделал. Я понимаю. К сожалению, не. Это отвертка, это скорее отвертку. Погнешь. Ну да. Ну, Вот, видимо, мы с винтом тогда так же не смогли. Мне кажется, винт как обезьяна на нее встал, подергал, и мы пошли вверх на герму просто. It's something changed. Ой, а вообще что происходит? Ну, да.
Сейчас вы видите реальные кадры того, как делается большинство залазов. Обычно подобные сцены остаются за кадром, но на сей раз все происходило максимально живописно, и я решил оставить в видео немного документальных съемок. После долгих скитаний по лабиринтам белградской подземки и многочисленных попыток открыть намертво приржавевшие гермодвери, удача нам улыбнулась, и мы оказались в помещении дизельной электростанции с одним агрегатом. А вот и одна из дизель-генераторов. Дальше нас ждало довольно долгое и однообразное путешествие по перегону до следующего интересного места. В итоге, немного другим путем мы пришли к заброшенному туннелю метро, о котором я уже рассказывал в одном из своих видео, и там же подробно говорил об истории системы железнодорожных тоннелей под Белградом. А мы всей нашей международной тусовкой принялись снимать живописную развилку, где один из тоннелей рабочий и ведет к находящейся неподалеку станции, а второй заброшен и изначально был недостроен. Одно из моих видео об очень интересном месте, можно сказать, историческом объекте первой очереди московского метрополитена, недавно заблокировал на территории РФ Роскомпозор. Очень рекомендую его посмотреть, если еще не видели, но не забудьте включить VPN. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего!